Привет, меня зовут Жора, и это «Индекс запрещенных книг». Здесь я рассказываю о книгах, побывавших в списке публикаций, за которые Римско-католическая церковь угрожала отлучением. Сегодня поговорим об одном из важнейших произведений французской литературы, скандальном романе, который вскрывал проблемы общества XIX века, «Отверженных» Виктора Гюго. В центре сюжета «Отверженных» история каторжника Жана Вальжана. Он провел в заключении 19 лет за воровство буханки хлеба и несколько попыток сбежать с каторги. Это история о несправедливости общества, которое хорошо научилось наказывать, но не научилось прощать. После 19 лет в тюрьме Вальжан вышел на волю, осознавая, что обречен вечно быть изгоем. Он вновь пошел на воровство, и его вновь поймали. Но пострадавший епископ Мириэль простил Вальжана и дал ему еще один шанс вернуться в общество. Так, со встречи с христианским милосердием начался путь героя к честной и добродетельной жизни. В таком очень упрощенном пересказе «Отверженные» кажутся стандартной христианской притчей, которая по недоразумению попала под запрет Ватикана. Но это совсем не так. Наоборот, то, как Гюго воспринимал христианство, как смотрел на общество и какие продвигал идеалы, сильно отличалось от официальной идеологии Римско-католической церкви середины XIX века. Отлично. Четко. Чтобы понять, почему «Отверженные» попали в индекс запрещенных книг, нужно разобраться, в каком состоянии тогда находилась французская католическая церковь и ее старшие товарищи из Ватикана. Во времена Великой Французской революции в конце XVIII столетия церковь во Франции была разгромлена. Ее собственность национализировали, сбор церковного налога десятины был отменен, а священников, которые отказались присягнуть на верность государству, преследовали. Связь национальной церкви с Ватиканом тоже была разорвана. Епископов теперь утверждали без согласия Папы Римского. После прихода к власти Наполеона Бонапарта церковь юридически восстановили, но зафиксировали в соглашении с Ватиканом ее подчинение государству. Историк Эдвард Удович пишет, что разгромленная и подчиненная церковь стала еще более традиционалистской, чем была раньше. Он подтверждает это цитатой из письма французского кардинала Жак-Мари Антуан Селестен-Дюпона к прихожанам в 1849 году. В этом письме священнослужитель оправдывает установившийся порядок и социальное неравенство, говоря, что каждый человек должен идти по пути, проложенному для него, не стремясь занять место выше. Всегда будет существовать неравенство рангов и удач в обществе, иначе само общество перестало бы существовать. Культ свободы, равенства и прогресса, как говорит уже сам Удович, вызывал у церковных властей непонимание, отвращение и страх. Но не все во Франции, даже среди духовенства, были согласны с ультраконсерватизмом церкви. Известен пример одного из предшественников христианского социализма, священника Фелисите Робер Ламене. Он выступал за либерализацию церкви, отделение ее от государства, отказ Папы Римского от светской власти, а духовенства от государственного жалования. Не получив поддержки у французских епископов, он отправился требовать реформ в Ватикан к папе Григорию XVI. В ответ папа написал обращение ко всем католическим служащим, в котором назвал идеи Ламене безумием. Любое свободомыслие, даже глубоко христианское, пресекалось как национальной церковью во Франции, так и ее покровителями в Ватикане. «Отверженные» — это пример такого свободомыслия. Виктор Гюго не занимал по отношению к католицизму какую-то однозначную позицию. Убегая от преследования, герой романа Жан Вальжан попадает в женский монастырь. В этот момент Гюго прерывает повествование на личные рассуждения о религии. Он говорит, что вера необходима человеку, горе неверующему ни во что. В то же время Гюго осуждает представителей церкви, которые алчут даров мирских. Он также критикует христианство за идею жертвенности как пути к спасению. Монастыри он называет местами заблуждения, где предельный эгоизм искупается предельным отречением. Важна в «Отверженных» и фигура епископа Мириэля, простившего каторжника, который вновь совершил преступление. Он представляет христианство, которое учит прощению. Светский член монашеского ордена кармелитов Джон Хэттуэй в статье на сайте Catholic Lane говорит, что Гюго придерживался христианской морали строже, чем могла себе позволить сама церковь. Основной принцип католического морального учения, пишет он,
заключается в том, что человек виновен в чем-либо только если он или она делает это по своему свободному выбору. Когда человек совершает грех от отчаяния, вина в значительной степени, если не полностью, лежит на обществе. Однако для руководящих органов церкви проблематично распространять эти ценности. Гюго критиковал общество не только на страницах «Отверженных». Избравшись в 1848 году в парламент от консерваторов, уже через год он читал с трибуны пламенные речи, которые раздражали коллег по фракции. «Я из тех, кто думает и утверждает, что можно уничтожить нищету. Вы создали законы против анархии, создайте же теперь законы против нищеты», заявил он 9 июня 1849 года. Роман «Отверженный» развивал темы, которые Гюго поднимал в парламенте. В предисловии книги он пишет, что это произведение о 3, по его мнению, главных социальных проблемах. В советском переводе эти проблемы звучали как принижение мужчины из-за принадлежности его к классу пролетариата, падение социального статуса женщины из-за голода, увядание ребенка из-за мрака невежества. В поиске выхода из положения, в котором находилось французское общество, Гюго начал романтизировать утопические проекты революционеров. Вся жизнь писателя сопровождалась революциями, и в «Отверженных» одна из важных сюжетных линий посвящена друзьям азбуки, вымышленной революционной организации, участники которой погибли во время восстания республиканцев 1832 года. Авторский голос восхваляет этот обреченный на провал бой с монархией. Сегодня Париж без короля, завтра мир без деспотов. Повстанец идет навстречу своей трагической участи, опьяненный грезами о будущем. Они защищают право, естественный закон, верховную власть каждого над самим собой, справедливость, истину. Социальная критика, поддержка революционеров, описание проституции как порока, на который героиню романа Фантину толкает бездушное общество — все это наверняка сыграло роль в попадании «Отверженных» под запрет закостенелой римской церкви. Тем не менее, некоторые современные религиоведы анализируют роман как произведение, симпатизирующее католицизму. А в интернете можно найти статьи католиков, которые рассказывают, как «Отверженные» привели их к вере в Бога. Христианские идеи в романе высоко оценивал и Федор Достоевский, который писал, что Гюго выразил основную мысль всего искусства XIX столетия. По словам Достоевского, эта мысль христианская и высоконравственная. Формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Католические власти XIX века такую христианскую мысль не признавали. Но спустя столетия после публикации «Отверженных» церковь не устояла перед мировым трендом на либерализацию и в 1959 году убрала роман из списка запрещенных книг. Еще 6 лет спустя, по результатам Второго Ватиканского собора, церковь приняла новые конституции и декреты, признававшие, например, право человека свободно выбирать религию. Правда, все же подчеркивалось, что католицизм — это единственно верное учение. На волне церковной либерализации в том же году был отменен индекс запрещенных книг. Убегая от преследования,